Маркетологи утверждают, что нейросети сократят одну из самых больших статей ваших затрат – затраты на зарплату. Это неправда. Искусственный интеллект не режет затраты. Очень часто он их просто прячет. Сегодня я расскажу, как попытка сэкономить, используя ИИ, обошлась финтех гиганту репутации, почему использование бота может быть дороже, чем живой человек, и как я внедрил машинное зрение для 580 мерчендайзеров не для того, чтобы сэкономить. Я Евгений Шевченко. Я 20 лет руководил компаниями в 4 разных странах, такими как Carlsberg Ukraine. Я внедрял искусственный интеллект в бизнесе, а не по красивым презентациям. Я сам платил за свои ошибки, а не покупал чужие. Здесь я рассказываю про бизнес без хайпа. Говорю про ИИ как человек и бизнесмен. В 2024 году компания Klarna, та самая, которая проводит платежи в рассрочку, решила сэкономить на аутсорсе и уволила 700 человек из службы поддержки, заменив их ботами от OpenAI. Из самой компании при этом никого не уволили. Пиар был очень громким, компания трубила вовсю. Боты решают проблему вместо 11 минут всего за 2. Акции взлетели, ожидания по прибыли были огромными. Но что произошло в реальности? Боты отлично помогали пользователям менять пароли, но не смогли справиться со сложными возвратами денег. И в результате клиент попадал в кафкианский цикл общения с бездушным тупым роботом без эмпатии. Клиенты стали отказываться от этих услуг, и CEO публично признал: мы зашли слишком далеко. Через год Klarna экстренно нанимает людей обратно, но уже по гиг-модели за $41 в час, для того, чтобы тушить пожары. Зарплаты исчезли из ведомостей, но деньги стали утекать в другие статьи. Аренда облачных и вычислительных мощностей обходится вашему бюджету в круглые суммы. Вы платите за воздух и простаивающие мощности. Вендорам выгодно, чтобы бот общался с клиентом долго. По прогнозу Gartner, к 2030 году решить проблему с помощью ИИ будет стоить около $3. Это дороже, чем аутсорс-операторы где-нибудь на Филиппинах. Вы отказались от дешевых операторов, но при этом вынуждены платить надбавку сверх рынка дорогим и редким технарям, просто для того, чтобы ваш ИИ работал. И большая часть проекта уходит на то, чтобы привести ваши корпоративные базы в порядок. ИИ питается данными, а здесь у большинства компаний хаос. Исчезает простая работа. Компании перестают брать на работу новичков и заменяют их ИИ. Пусть рутину делают нейросети. Логично и выгодно, на первый взгляд. Простые задачи всегда были тренировкой. На них новичок учился, как бизнес на самом деле работает изнутри. Убираете эту ступень, профессионалам расти больше неоткуда. ИИ выдает результат быстро, но с ошибками. А опытных людей, которые понимают проблему вглубь и способны эти ошибки отловить и исправить, становится все меньше. Через несколько лет в компании просто не остается людей, которые знают, как все работает на самом деле. ИИ не умеет думать, он предсказывает слова. Из-за этого уже возникают юридические казусы, например, с Air Canada, где бот в общении с клиентами выдумал систему скидок. Суд присудил выплатить компенсацию за ущерб. Копейки, $650. Но это создало важный прецедент. Суд постановил, что бот разговаривал от имени компании. Или вот, например, наверняка ваши сотрудники загружают корпоративные секреты и финансовые данные в чат GPT для того, чтобы просто облегчить свою работу. Но в результате происходит неконтролируемая утечка данных с непредсказуемыми последствиями. Как избежать ловушки скрытых издержек? Изменить взгляд на ИИ. Как обещал в начале, расскажу о своем примере. Мы ставили систему распознавания полок для 580 мерчендайзеров. Тогда у меня вообще не стояла задачи сэкономить или кого-либо уволить. История была в том, что после ковида сети захватили рынок и стали выкручивать руки.
Уровень их сервиса падал, на полках зияли дыры, постоянно возникали аут-оф-стоки, отсутствие товара на полке. И с этим что-то нужно было срочно делать. Я дал людям инструмент, который позволял фиксировать такие случаи и устранить слепые зоны в исполнении. Как результат, доля рынка номер 1 в канале и статус поставщика номер 1 по опросам самих ритейлеров. ИИ окупается не там, где он режет фот, а где убирает скрытые потери и открывает возможности для роста. Я дал машинное зрение 580 мерчендайзерам не для того, чтобы кого-то уволить и сэкономить на этом, а для того, чтобы убить аут-оф-стоки, перестать терять продажи и увеличить долю рынка и в итоге прибыль. Это не топор по штату, это глаза для роста. Не верьте вслепую тому, что искусственный интеллект просто срежет ваши затраты. Смотрите на него не только как на источник экономии, а сколько на источник для роста. А в своем бизнесе сталкивались ли вы с проблемами или скрытыми затратами на ИИ? Например, потратил ли кто-то годовой IT-бюджет за пару месяцев, как Uber? Пишите в комментариях. Самый интересный кейс разберем в следующем ролике. Если вы хотите внедрять искусственный интеллект, чтобы он приносил прибыль, а не раздувал скрытые затраты, подписывайтесь на канал. Здесь про искусственный интеллект в бизнесе без хайпа. Жестко и без воды.